Привет! Xiaomi Mi 9T Pro. Можно сказать, этот телефон фактически взорвал рынок смартфонов в 2019 году. За первые 4 месяца было продано более 3 миллионов аппаратов. Но ничто не вечно. На дворе уже 2020 год, и самое время задуматься, актуален ли этот хит продаж сегодня, да или вообще в этом году. Присаживайтесь поудобнее, давайте разбираться. Телефон был представлен еще в мае 2019 года, как первый флагман в линейке Redmi, и назывался он поэтому Redmi K20 Pro. Но потом что-то пошло не так, и на рынке других стран, кроме Китая, телефон отправился под названием Xiaomi Mi 9T Pro. Но если на глобальных рынках смартфон появился в модификации 664 и 6128 гигабайт, Redmi K20 Pro в Китае есть еще с 8 256 гигабайт на борту. Вот такая дискриминация. За что Mi 9T Pro точно полюбит, ну или уже полюбило 99% людей, так это за его экран. Без всяких вырезов, челок, капелек, в общем полноценный безрамочный смартфон, выглядит очень эффектно. Телефон увесистый, весит 191 грамм и у меня в классической черной расцветке. Всего есть 4 цвета: черный карбон, красное пламя, синий ледник и белый жемчуг. Это, конечно, все на любителя, но мне красное и синее исполнение не очень зашло. Сам корпус смартфона выполнен из стекла Gorilla Glass 5-го поколения с рамками из алюминия. Кнопки находятся на правой грани, при этом кнопку включения сделали из агрессивного красного цвета. Ну, допустим. Блок из камер сзади почти не упирает, но даже их можно скрыть чехлом из комплекта. Он прям не стыдный, черный из матового софт-тач пластика, но отпечатки собирает на ура. В моем случае телефон идет со 128 гигабайтами памяти на борту UFS 2.1, но, к сожалению, расширить ее никак нельзя. Лоток идет только на 2 симки без возможности поставить карту памяти. Все это делает версию на 64 гигабайта практически неактуальной в наши дни, так что только 128 гигабайт, только хардкор. Экран выполнен по технологии AMOLED размером 6,39 дюйма с разрешением Full HD+. Дисплей хорош, яркий, сочный, с большими углами обзора. При отклонении цвета немного выцветает, но это практически незаметно. Рамки у экрана минимальные, но подбородок все же чуть больше остальных, так что симметрии не наблюдается. Диапазон подсветки от 3 до практически 700 нит. И, конечно, как у любого AMOLED экрана, здесь присутствует шим. Максимальное значение достигается примерно на 30% яркости и доходит до 110%. Но для чувствительных к этому людей в настройках можно включить DC-димминг. Что примечательно, при включенном DC-димминге глазу практически не видны искажения по цветам, но шим у экрана остается все равно примерно на уровне 20-30%, что, конечно, выше нормы. Но у себя DC-димминг я оставил включенным и так с ним и хожу. Так как экран AMOLED, конечно, есть Always On дисплей, но он у Xiaomi пока кастрированный, так как показывает значки не всех, а лишь нескольких программ. Так что плюс по экрану за безрамочность, хорошие углы обзора, но чего здесь не хватает для трендов 2020 года, развертка экрана всего 60 Гц. В 2020 было бы уже неплохо видеть хотя бы Гц 90. Понятно, что чисто из анимации, так как игры все равно 90 Гц пока не поддерживают. Смотря на экран, кажется, что индикаторы уведомлений тут не завезли, но нет, завезли. Он находится на верхней боковой рамке на выдвижной фронтальной камере. Место не самое удачное, так как его практически не видно. Но что интересно, до сих пор выезжающая камера вызывает удивление у людей, которые первый раз в руки берут телефон. Но у этого решения, конечно, есть и минусы. Из-за такого механизма телефон не получил вообще пыли и влагозащиты. К сожалению, для экпорта места на корпусе тоже не нашлось, зато мини-джек для наушников на верхней грани все-таки разместили. По самому механизму камеры даже на форумах особо нет претензий, но если прислушаться, работает он неприятно. Открытие-закрытие сопровождается какими-то потрескиваниями и кажется, что сейчас что-нибудь да отвалится. Но нет, даже в открытом положении камера не люфтит. Мозгами, ну или сердцем телефона является почти флагманский Snapdragon 855. В принципе, здесь можно ничего больше не говорить. Запаса мощности у этого процессора будет хватать еще года на 2, но все же есть пару замечаний. Сейчас Mi 9T Pro получил уже MIUI 11 версии на базе 10-го Android, и в плане интерфейса, пролистывания, анимации все в принципе хорошо. Конечно, иногда бывает подергивание, но больше всего меня удивили показатели программы CPU Throttling. Ей, наверное, не стоит верить на 100%, но даже если добавить программу в Game Booster, минут через 30 работы начинается просадка по производительности.
И тут, мне кажется, уже проблема на стороне MIUI 11, потому что вообще у 855-го снэпа по этой части все должно быть в порядке. Что касается игр, стабильные 55-60 FPS на максимальной графике в Call of Duty. Даже спустя 30-40 минут игры просадки нет. А вот Shadowgun Legends уже процессору не дает расслабиться. На ультра настройках FPS также держится на уровне 50-60 FPS, но во время перестрелок иногда просаживаются до 25-30. А такие игры как PUBG, Asphalt 9 играются без тормозов. Во время игр проявляется еще один минус. Динамик тут всего один, и его частенько прикрываешь рукой. Стерео тут, конечно, немного не хватает, но тот динамик, который есть, играет прям вполне громко. Что касается нагрева, то все в пределах разумного. После получасовой нагрузки, да еще и с одетым чехлом, корпус Mi 9T Pro нагрелся в самой горячей точке до 38 градусов. Мой S10 показал результат чуть хуже, там температура уже достигала 40 градусов. Всю эту мощь подпитывает аккумулятор на 4000 мАч, и к нему вопросов нет. Даже в хардкорном режиме с играми, ютубом, несколькими прогонами Antutu и Geekbench Mi 9T Pro спокойно хватает на сутки использования при 4 с небольшим часов экрана. Небольшое экранное время объясняется как раз тестами в Antutu и Kaput Throttling, там больше жрет заряд не экран. При обычном же использовании можно стабильно выжимать до 7 часов экрана. Если говорить просто про сухие цифры, полчаса игры на ультра настройках в Shadowgun Legends съедает примерно 13% заряда, а полностью со 100% до нуля во время игры телефон садится за 4 часа 23 минуты. Все это великолепие можно зарядить с помощью быстрой зарядки до 27 Вт, но в комплекте идет блок питания только на 18. И с его помощью телефон от 0 до 100% заряжается в моем случае за 1 час 23 минуты. При этом за 30 минут набегает 49% заряда. А вот чего немного не хватает, так это беспроводной зарядки. Тут ее не завезли. Зато любители бесконтактной оплаты могут быть спокойны. NFC здесь есть, Google Pay работает. Кстати, хочу напомнить, что сейчас каждые 2 недели на канале разыгрываем Mi Band 4. Условия самые простые: лайк, подписка и комментарий по теме видео. Итоги подводим примерно 15 и 30 числа каждого месяца в прямом эфире. Более подробные условия в описании. Что же касается камер, модуль из 3 камер в себе несет практически полный арсенал, необходимый в повседневной жизни. Главный модуль на 48 мегапикселей производства Sony IMX586 имеет диафрагму f1.75. Второй — это двухкратный 8-мегапиксельный телевик с диафрагмой f2.4, ну и 13-мегапиксельный ширик с углом обзора 125 градусов. Конечно, он без автофокуса, как это было сделано в Xiaomi Note 10. Как по мне, здесь есть все, а всякие отдельные объективы для макросъемки я считаю лишними. Основной модуль выполнен по технологии Quad Bayer, то есть объединяет 4 пикселя в один, что в теории дает увеличение детализации, ну и вообще света на картинке. Днем основной модуль снимает хорошо. Единственное, иногда промахиваются по балансу белого и ловят засветы. Для сравнения мы возьмем кадры с Galaxy S10, бойцом и вообще из другой лиги, но так даже интересней. Посмотрим на главный вход в парк Горького. В целом картинка получилась примерно равна, но на Samsung немного светлее. Правда, приблизив текст на табличке, на Xiaomi еще кое-как можно прочитать, а вот Samsung тут уже сдулся. Ну или на этой фотографии. Ближе к реальности оказался Mi 9T Pro, цвета более естественные. На Samsung более все красочно, но и небо у него отдает слишком в синеву. А здесь Xiaomi наоборот понравился больше. Картинка выглядит у него более живо, и глубина картинки передана лучше. Режим на 48 мегапикселей иногда промахивается. Вот обычный снимок на 12 мегапикселей, а вот на 48. Все детали по небу пропали. При съемке людей Xiaomi часто промахивается с кожей, иногда давая немного красноватый оттенок, но детализация при этом однозначно все равно на нем лучше. А вот в темноте уже не все так гладко, картинка получается немного мыльная, хотя если немного света есть, то вроде неплохо. Двукратный зум снимает примерно на уровне S10, по детализации отличий почти нет, но цвета живее на Samsung. Ширик же, если приблизить, дает картинку немного тоже более мыльную, чем Samsung. Видео Mi 9T Pro может снимать до 4К 60 кадров в секунду. Фокус отрабатывается хорошо, но стабилизация, если ее включить, отрабатывает не очень. Динамический диапазон при этом средний, небо иногда конкретно засвечивается. Все исходники можете посмотреть по ссылке в описании. Ну а если подводить вердикт, камеры хорошего уровня, но с косячками.
Все снимки были сделаны на стоковое приложение, но, конечно, можно поставить Google камеру. Там, конечно, не везде, но в некоторых условиях снимки на нее получаются лучше. И за все это боголепие на Алиэкспрессе просят всего от 360 баксов за версию на 128 гигабайт, что прям очень бодрит. Если подводить итог, из конкретных плюсов мы получаем безрамочный сочный экран без вырезов и капелек, мощный процессор, производительность которого хватит еще года на 2, а может даже и 3. Аккумулятор на 4000 мАч мне после S10 показался прям бодрым, реально хорошо держит заряд. Есть разъем для наушников, NFC и двухдиапазонный GPS. Ну и цену мы тоже запишем в плюс. Из минусов, ну или чего немного может не хватать в 2020 году. Нет разъема для карты памяти, нет пыли влагозащиты, один монодинамик, нет беспроводной зарядки, неудобно поместили индикатор оповещений, ну и вишенка на торте. Экран вместо 60 Гц хотелось хотя бы 90. Для кого-то эти минусы будут существенными, для кого-то вообще незначительными, но мне Mi 9T Pro прям зашел. Свои 360 баксов он отрабатывает «Будь здоров». Для него особенно подходит эта избитая фраза «топ за свои деньги». И с учетом стоимости этот телефон будет вполне актуален в 2020 году, если, конечно, все вышеперечисленные минусы для вас допустимы. Пиши в комментарии, как тебе Mi 9T Pro, ну и если видео было полезным, поставь лайк и подпишись на канал. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.